Друзья, всем привет! Наконец-то у нас готова печь, и мы хотим вам показать, что получилось, и рассказать, во что это нам обошлось. Поехали! Изначально мы выбрали печь-голландку небольшого размера, чтобы хватило ее на отопление одного помещения, то есть комнаты 5 на 5. Изначально мы хотели, чтобы у нас была печка-голландка, и вот нам ее сделали. Размер ее сейчас 89 на 89, и высота сама печка 2,10, и плюс труба из кирпича выложена где-то полметра, и дальше у нас весь второй этаж и чердачное помещение, и над коньком возвышается. Это все сделано из сэндвич-трубы. Сэндвич-труба у нас нержавейка, внутри труба толщиной 1 мм, и диаметр ее 150 мм. Ну и перейдем к самой интересной части. Это сколько денег мы потратили на стройку этой печи. Общая сумма у нас получилась 118 тысяч. Это с учетом работы печников и, собственно, весь материал. Изначально мы определились с печником, который будет ложить нам печь, и совместно с ним выбрали тот вариант, который устроит нас. И исходя из этого, он написал нам список, что нам понадобится для этой печки. В общем, все, что печник сказал, нам необходимо приобрести для строительства этой печи, мы все приобрели без самодеятельности, все согласовывали каждый пункт по 10 звонков, какой размер, какой цвет. В общем, закупили все, что необходимо было для этой печки. Давайте посмотрим теперь, что у нас, как будто это мы строили. Давайте теперь посмотрим, что получилось. Переводи камеру, переводи туда камеру. Кстати, печка вся пятнистая, это потому что она еще не просохла. Когда нам строили, нам оставили вот такие вот кирпичики для того, чтобы потом можно было их вытащить и прочистить все дымоходы. То есть мы всю сажу скидываем туда вниз и из прочистной дверцы все это выгребаем. Почему не сделали дверки? Как сказал печник, они плотно прикрываются зачастую и бывает подтравливают. И так как мы здесь будем жить не постоянно, топиться печка будет редко, воспользуемся мы этими прочистными каналами, я не знаю, когда, лет через 5, это минимум. Такая вот у нас двухкомфорочная варочная плита. Мы приехали сегодня сюда поработать, поэтому мы решили протопить печку, чтобы было потеплее. Мы открываем обе заслонки, чтобы тяга была лучше. И когда хорошо разгорится, нижнюю заслонку закрываем, чтобы дым уходил по большому кругу, то есть длительного горения у нас получается. То есть у нас получается два режима горения. Когда обе заслонки открыты, это маленький канал дымохода, и получается, что быстро вытягивает дым и медленно прогревается печка. Если закрыть нижнюю заслонку, идет по всем дымовым каналам вот этим вот, так скажем, зигзагом. И поэтому прогревается печка лучше и дольше горят дрова. Дальше можно не снимать. Ничего интересного тут не будет. В топку у нас заходят дрова длинные, там, наверное, около 60 сантиметров, но немножко узковата она.
поперек дрова тут не зайдут. То есть они все лежат вот так. То есть мы очень рады, что у нас наконец-то появилась печь. Мы ее очень долго ждали. Вот на этом у нас все. До новых встреч. Всем пока.